Добрый день, дорогие весы! Добро пожаловать на мой канал. И это ваш гороскоп на осень 2025 года. Да, присаживайтесь поудобнее, будем планировать этот период. Астрономическая осень у нас началась 22 ноября, закончится 21 декабря. Конечно же, мы забежим вперед, спланируем с вами до конца 2025 год. Конечно же, я буду забегать вперед, как обычно, и в зиму, и в февраль, и в март, и даже в лето 2026 года. Почему? Потому что все то, что сейчас с нами происходит, в прямом смысле способствует нашим будущим событиям. И если вы обратили внимание, то это видео называется «Новый уровень». Не просто так, потому что если сейчас мы поднимаемся над обстоятельствами, которые у нас есть, мы реально делаем, мы реально понимаем, осознаем, что мы хотим того, чего хотим, и это момент неотвратимый, тогда мы на самом-то деле идем вверх, идем вперед, и у нас получается. Ну что, ребята, кто знает, это гороскоп у меня подекадный, поэтому я буду рассказывать информацию разную для весов каждой декады. Сначала буду рассказывать общую информацию, что есть у нас на небе, какое событие из аспектов и как это мероприятие влияет на каждую декаду весов. Ведь я знаю, что меня здесь смотрят, у кого солнце в весах в одной декаде, асцендент в весах в другой декаде. И это очень частая информация, поэтому для вас это видео будет максимально удобно. Ребята, если же ваше солнце или ваш асцендент находится в другом знаке, тогда вам, конечно же, нужно поискать другое видео на этом канале. Ну что, ребят, если вы смотрите по солнцу, то весы первой декады — это все те, кто родился в сентябре. Весы второй декады — все, кто родился с 1 по 10 октября. Весы третьей декады — кто родился с 11 октября и до знака зодиака Скорпион. Уже такие более скорпионий нрав, то есть уже не такие дипломаты, как весы второй декады, уже такие более сильные, более мощные. От вас уже прям чувствуется настроение, потому что личные планеты уже, как правило, убежали в знак Скорпиона. Понимаете, я о чем говорю, да? Ну что, ребят, готовы? Если же вы смотрите по асценденту, тогда 30 градусов знака весы делите на 3 равных отрезка. И если ваш асцендент, да, то есть черточка асцендента попадает с 1 по 10 градус, это первая декада. Если с 11 по 20, это вторая декада. Если с 21 по 30 градус, то тогда вы относитесь к третьей декаде весов по асценденту. Ну что, ребят, готовы? Поехали! У нас октябрь, месяц, который для весов очень-таки важен. Вы отмечаете свои дни рождения, вторая и третья декада весов. На моменты времени, который очень важен, у нас сейчас Солнце идет в знаке веса, весы, это понятно. У нас еще Меркурий в знаке весов, и в данный момент, вот, на 1 октября будет прям в точных квадратурах к Юпитеру и Луне. То есть это такой момент, когда нам хочется противоречий, нам хочется поспорить, нам хочется поскандалить, нам хочется что-то поменять, изменить, нам хочется большего, потому что Меркурий в квадратуре с Юпитером. Юпитер — это вообще планета, которая заставляет нас в обществе хотеть больше, подниматься, иметь значимый вес. Да? В общество это может быть как и личное, так и семейное в том числе, потому что Юпитер у нас идет по знаку Рак. И эта история очень актуальна сейчас у весов третьей декады. И я хочу сказать, что, ребята, постарайтесь максимально сейчас в семье, дома, в любовных отношениях быть в таком гармоничном настроении. Не спорьте, не скандальте, потому что этот аспект также у нас ведет к ругани, выяснению отношений, кто прав, кто виноват. И если мы говорим про профессиональную сферу, потому что не все состоят в отношениях, в брачных, и не все общаются со своей семьей, да, у нас мир сейчас очень интересный и разнообразный. И если это конвертировать в работу, то тогда будьте аккуратны с коллегами, не спорьте, потому что велика вероятность испортить свою репутацию. Наоборот, Меркурий, когда идет по знаку весу, у нас
просит ситуация, обстановка быть дипломатичными, уметь договариваться, даже если нам кажется, что все несправедливы по отношению к нам, а именно квадратура Юпитера с Меркурием, в прямом смысле так и говорит, что мы считываем всю несправедливость в наш адрес, но, ребята дорогие, терпим. Сейчас скажете: "Женя, надоело терпеть". Недолго, недолго распадается буквально вот уже с полнолуния, потому что у нас, первое событие октября, 6 октября у нас полнолуние. Полнолуние в Овне, да. Сейчас буду говорить про вторую декаду Весов. Не то чтобы, к третьей и к первой декаде Весов это не относилось. Нет, это относится, прекрасно-таки относится, но первую неделю больше, вот до 6 октября, у нас еще Венера, дорогие весы, ваш единственный управитель, находится сейчас в Деве. И вот первую неделю сентября в соединении с южным кармическим узлом. И это, знаете, такой момент, когда необходимо вообще всем весам, неважно какой декады, пересмотреть свои траты, пересмотреть свои отношения с финансами, в том числе со своими привычками, с шопингом, который мы вот привыкли в силу сейчас ситуации. Вот там быстренько что-то купили, там быстренько купили. В общем, нужно пересмотреть свои траты, потому что следом после этого аспекта, то есть нужно отказаться в прямом смысле от ненужных трат, потому что когда Венера откатится от кармического южного узла, она встанет в оппозицию с Сатурном и Нептуном. Оппозиция с Сатурном – это финансовые вопросы, которые нужно решать, это долговые обязательства, либо это кредитные какие-то отношения. Сатурн точно так же отвечает за приобретение недвижимости, и это очень хорошая история, если пересмотреть, например, свои траты и сказать себе: так я же могу себе наконец-то купить жилье, позволить, да, или хотя бы заложить такой первый кирпичик в эту сторону, да. Очень такое важное осознание. Конечно, здесь будет не без эмоциональных всплесков, потому что Венера еще будет в оппозиции с Нептуном. Нептун идут рядышком с Сатурном. И это такая история эмоциональная будет очень сильно. При этом, чтобы вас очень сильно не штормило, оставайтесь в реальности. Не уходите в какие-то сложные такие умозаключения. Да? То есть эти вопросы все начнут как раз-таки в полнолуние 6 октября появляться у всех весов. То есть я, мои траты, нужно рационально на них посмотреть, вот так максимально честно и без прикрас. Потому что от многого на самом-то деле можно отказаться в силу пользы для себя же, да, позволить себе что-то, что вы давно хотели, не знаю, какое-то развитие новых навыков, коммуникации, повышение качества своей занятости, работы, сферы, потому что здесь Венера точно так же находится в благоприятном аспекте с Юпитером, очень хороший аспект Юпитера. И да, здесь нужно таки свои страхи перебороть, в них заглянуть, посмотреть. И это все весы, понимаете, ваши дни рождения, дорогие весы. И 2 и 3 декада у весов, собственно, 1 декады, здесь вопросики немножко другие эмоциональные. Еще Нептун идет по последним градусам Овна и делает оппозицию к Солнцем весов 1 декады, особенно те весы, кто родился прям рядышком с девами, да. Поэтому здесь иллюзии, фантазии, чрезмерный романтизм, который уводит нас в депрессивные состояния. Выходите из этого состояния, из состояния жертвы. Уйдет аспект с 22 октября, и уйдет вот этот момент. Но время, которое вы пробыли в иллюзиях, да, в своих же заблуждениях, которые себе хотели навязать, его уже не наверстаешь. Да, упущенное время деньгами не наверстаешь. Поэтому здесь такой момент, дорогие весы 1 декады. Собирайтесь из своих воздушных замков в приземленность больше, да. Ну что, ребят, 6 октября такой активный день у нас, полнолуние в Овне. Извиняюсь, ничего не дает сделать без этого мохнатого участия. Итак, 6 октября у нас очень такое активное
полнолуние. Полнолуние у нас в Овне. Максимально, возможно, агрессивно будет влиять на весов второй декады. Ребята, возможно, агрессивно. Все зависит от того, как вы себя поведете. Будет ли это полнолуние толчком к вашему действию, либо будет вызывать агрессию. Агрессию обычно у нас получается, когда мы знаем, что нам нужно делать, но мы не делаем, понимаете, да? Поэтому здесь пустите это все в движение, в активность. Плюсом, конечно же, весы третьей декады, Меркурий ушел от знака весов, перешел в знак Скорпиона, и теперь еще и в квадратуре с Плутоном. Поэтому здесь, дорогие мои, вопросы со сделками, вопросы с переговорами, с сильными, мощными. Вообще хочу сказать, что вот у нас сентябрьский, да, конец августа и сентября транзиты, они очень сильно похожи на декабрьский. То есть все, что мы, те вопросики, которые у нас были в нашей жизни, по большей части в конце августа и в сентябре в коридор затмений. Кстати, как прошел ваш коридор затмений в сентябре? Напишите, почитаю. И в декабре будет схожая ситуация, но гармоничных аспектов в декабре будет меньше, понимаете? При всем при этом напряжении, которое я сейчас рассказываю, да, и буду рассказывать, то есть у нас все 3 месяца осени идут по нарастающей, да, и вот первый осенний лунный цикл начался 22 сентября, закончится 21 октября, новый начнется, да, и то есть каждый месяц у нас по нарастающей. Напряжение будет повыше, но при всем при этом, ребята, и весы и первой, и второй, и третьей декады, аспекты-то здесь потрясающие. Потому что весы первой декады, да, то есть если вот так вот все хочу сказать, потому что вот в это полнолуние нужно прям таки начать действовать. А действовать куда? Вперед, в какую историю, да? Но у весов первой декады здесь не забываем, что Плутон, он идет как раз-таки по первой декаде Водолеев и делает потрясающий трин весам первой декады. Ну, то есть это построение бизнеса. Плюсом еще Уран из Близнецов тоже говорит, применяй нечто новое, усложняйся в знаниях. И эта тема станет вообще очень актуальна с 23 октября, потому что там еще и Уран встанет в оппозицию с Лилит, в оппозицию с Меркурием, в оппозицию с Марсом, понимаете, да, с личными планетами. Но, опять же, весы первой декады, если вы переборете все свои страхи. Нептун, кстати говоря, 22 октября уходит из знака Овна, то есть не будет делать оппозицию, такую деструктивную, напряженную, порчащую настроение весам первой декады, да, то есть уйдет вот это состояние себя жалеть, ничего не поделать, то есть Нептун обычно вот так. Но только творческим людям вот этот аспект классный, потому что они в своих страданиях и переживаниях, они прям творят, они что-то создают, да, кто-то музыку пишет, да, кто-то стихи, кто-то рисует, и это такое нормальное состояние. Это опять же, кто умеет жить со своим Нептуном в натальной карте, да, кто умеет вот эту творческую историю понимать. А обычному человеку, который с Нептуном на «вы», то есть эта история такая достаточно сложная, проходит аспекты, и человек потом говорит, почему, что это вообще у меня было за наваждение? У меня же было столько предложений сыпалось, мне и туда звали, и на такую работу, и на новые проекты. И эта история абсолютно классно работает у весов первой декады. Поэтому, дорогие, если вы сейчас пребываете в унынии, лично смотрю вот сейчас транзитную карту общую, у вас очень много при всем при этом положительных моментов и возможностей для того, чтобы и бизнес строить, и запускать новые проекты, и учиться, и путешествовать, и строить свои планы на очень важные выгодные покупки. Опять же, здесь нужно таки четко понять, какую жизнь вы хотите жить. Четко, честно, рационально. Венера у нас первую неделю октября находится еще в Деве, в соединении с южным кармическим узлом. То есть здесь момент такой, можно сказать, кармичный, конечно. То есть результат наших прошлых действий нужно сейчас пересмотреть, максимально честно себе сказать, как мы можем свои ошибки превратить в наши плюсы, достоинства. И это очень хорошая история. Весы второй декады у вас, дорогие, очень хороший момент для того, чтобы начать активно действовать
действовать, двигаться вперед в своем профессиональном плане, в личной жизни в том числе. Здесь история, конечно же, не будьте агрессивны, не портите отношения, потому что как раз-таки у нас наши чувства и наши действия будут разниться, да, и захочется, конечно же, быть собой максимально, да, убрать такой некий здравый смысл, включить агрессию. Будьте дипломатичны, будьте аккуратны, придерживайтесь сейчас немножечко выдержки, да, для того, чтобы не натворить дел. Идем дальше. Весы третьей декады. У вас, конечно же, первая неделя октября и вторая, и третья до начала нового лунного цикла. Эта история связана, конечно же, с тратами, связана с возможностями, с пересмотром всех своих страхов, всех своих переживаний, потому что, дорогие весы, вот у нас сейчас Лилит идет по Скорпиону 20 декабря 2025 года. Она поменяет знак, перейдет в знак Стрельца и начнет потихонечку делать, хоть и гармоничный, но аспект к Солнцу, весам всех декад. И то есть зима 2026 года, это Лилит прокатится по всем страхам весов первой декады. Весна – это все страхи весов второй декады, и лето – все страхи весов третьей декады. Но хочу сказать вам так, ребят, у нас вот сейчас очень такая мощная история. Почему я рассказываю вот это вот так вот все нарастающее, нарастающее? Потому что сейчас в октябре при всей своей истории в ваши дни рождения все гораздо проще. Вы сейчас поймете по силе интенсивности, да, реально все гораздо проще. У нас тут вроде как и Меркурий с Плутоном, вроде как и Юпитер, да, то есть история, где нужно договориться. И реально вам получится разобрать свои страхи, с кем раньше не могли заговорить, где раньше не могли сдвинуть свои какие-то дела, достижения в работе с мертвой точки, где раньше не могли договориться в любовных отношениях, подойдите к своей второй половинке, потому что октябрь – это месяц, который просит нас договариваться. И сейчас это такие очень простые мелочи, где нужно договориться, да, но если мы пойдем, то есть, и эта тенденция продлится у нас на вторую и на третью неделю октября. Да, у нас там события, у нас 14 октября выходит из ретроградного движения Плутон, по большей части повлияет на весов первой декады, особенно если у вас были какие-то крупные сделки, проекты, они могут быть подвиснуть, знаете, 14 октября плюс-минус 3 дня в каждую сторону от этого события, да, в общей сложности неделя, и это момент, когда нужно просто иметь выдержку и стойкость. Понимаете, о чем я говорю, да? Ничего фатального не произойдет. При всем при этом Венера в потрясающем трине находится вторую неделю октября к этому периоду, то есть она в потрясающем секстиле к Юпитеру. То есть это очень благоприятный аспект вообще в принципе для всех весов. Делать в социальном статусе, в реализации, подавать свое резюме, собеседование, новые работы, ходить, вот прям включаться в работу на максимум, если вы устали, реально в прямом смысле, дорогие весы, искать новую работу. Почему бы и да. Весы первой декады у вас будут резкие какие-то изменения в жизни, причем вас не спрашивают, да, это когда меняется, но при этом при всем это будут хорошие, позитивные изменения, если вы, конечно, можете их оценить. Конечно, вам будет казаться, что вас загоняют в долговую яму, потому что здесь Венера в оппозиции с Сатурном, и нам всегда на таком моменте кажется, что нам не хватит денег, мы останемся на улице, мы будем одиноки, от нас все откажутся. Ну, то есть это вот такие, знаете, страхи, очень сильные на самом-то деле, да, остаться без средств к существованию поможет здесь только ускориться, двигаться вперед, в работу, в продуктивность, в продвижение, да, не тормозить. Весы второй и третьей декады все точно так же, ребята, как у весов первой декады, только на вас не влияет Юпитер. То есть если вы складываете, не влияет, извиняюсь, Уран, Юпитер на вас влияет, на вашего управителя, а Уран здесь тоже начинает складывать уже во второй, когда Венера откатывается, да, с 14 с 14 октября как раз-таки начинает и Уран влиять на весов и второй, и третьей декады через управителя. Но я хочу сказать, дорогие, здесь при всем при этом складывается у нас очень хорошая конфигурация на движение идти в новое, зарабатывать деньги, да, по-новому, какие-то новые навыки, таланты раскачивать. Вообще хочу сказать, что у нас
складывается с новым лунным циклом с 20-х чисел октября, у нас на небе складывается такая вообще история. Большинству людям на этой планете нужно будет начинать делать что-то новое. Это видео новый уровень, и это реально, ребята, так. Потому что вот все прекрасно на 14 октября, отсутствие финансовой составляющей, то есть дефицит в деньгах будет всех весов стимулировать двигаться вперед. Но при этом, если вы уйдете в состояние жертвы, страдания, тогда, естественно, не получится тех самых финансов заработать, и это будет гораздо скромнее, чем вам бы хотелось. А здесь очень хорошие аспекты весы для вас и первой, и второй, и третьей декады. И от Юпитера, и от Урана, и от Плутона. Ну да, Сатурн будет заставлять в дефиците зарабатывать больше, и это хорошо по большей-то части. Как правило, мы всегда сидим и ждем момент, когда обстоятельства нас выталкивают что-то делать. Вот здесь будут обстоятельства в середине октября, начиная с 6 и по 20-21 как раз-таки те обстоятельства двигаться вперед. И да, следующее событие октября у нас очень такое мощное и важное. Ребята, у нас с 20 октября на небе начинает складываться оппозиция Плутон с Юпитером. Если говорить про этот аспект, вообще аспект Юпитера с Плутоном, многие астрологи любят говорить именно про благоприятный аспект Тригон, это аспект миллионеров и миллиардеров. Почему про благоприятный говорят? Да потому что он классно, он хорошо ложится на слух. Сейчас продается все в легкости, когда ты что-то сделал, два-три действия произвел, и оно как-то пришло. Поэтому сейчас целое поколение у нас вырастет, кто один раз попробовал, не получилось, они сдались и все. Представляете себе такой эффект от работы у людей, кто родился в 60-х, в 70-х, в 80-х. Понимаете, я о чем я говорю? То есть это те люди, ну даже 90-е еще, да, это те люди, которые привыкли пахать. Ну, то есть бесконечно производить попытки для того, чтобы получилось, да, то есть это те люди, которые не сдаются. То есть и сейчас новое поколение, их же учит вот так вот социальная сеть, нас, чтобы все было в легкости. Так вот, здесь напряженный аспект. Это аспект денег еще больше, если коротко. Да, сейчас у нас оппозиция, я бы так сказала, репетиционная. Точная оппозиция у нас будет в июне и в июле 2026 года. Кого она заденет очень сильно и очень хорошо, это будут весы первой и третьей декады. То есть там, ребят, понимаете, что если сейчас, то есть с 20 октября по 25 ноября у нас будет вот эта оппозиция сейчас работать, чем больше вы заложите результативных действий в свою работу, и да, вам, возможно, будет казаться в декабре, в январе, но в январе не будет так казаться. В январе очень вообще хороший продуктивный месяц, но там Юпитер идет в оппозиции к большинству планетам, и это всегда такое наше внутреннее недовольство, когда мы вроде как сделали все, но вот такого результата, который бы мы хотели, да, про который нам все рассказали, описали и продали нам его в легкости, да, то есть будет, если не получится, то мы будем недовольны. Вообще мы, в принципе, сейчас растем избалованными людьми, когда мы недовольны. Да? Поэтому здесь, конечно же, если вы человек бизнеса и вы понимаете, что вам к следующему лету было бы прекрасно быть не просто на новом уровне, а позволить себе совершенно другие вещи и возможности, да, то есть совершенно по-другому жить, то я считаю, как-то, знаете, 9-10 месяцев это не так уж и много для ожидания, а уже даже меньше осталось. Поэтому хочу сказать вам, дорогие весы и первой, и второй, и третьей декады. Сейчас спросите, почему у весов второй декады нет? Ребята, весы второй декады у вас будет очень хороший момент как раз-таки это будет следующий год, как раз-таки, да, там Юпитер, вот этот Юпитер, это будет осень. Это будет осень 2026 года, там будет Юпитер как раз-таки очень сильно двигать вас вперед, то есть, но вы, конечно, можете ускориться на аспекте Сатурна. Сатурн будет быстрее.
реально Сатурн будет быстрее, это будет лето 2026 года, но Сатурн будет в оппозиции. Это будет неблагоприятный аспект. Но если вы все-таки решите на этих мощных, но при этом результативных ощущениях, да, действиях, потому что Сатурн, то есть Юпитер это та планета, которая благоприятна, она добродушная, то есть если какие-то события случаются по Юпитеру, их легко исправить, то есть они требуют от нас только ворчания, да, грубо говоря, если что-то не получается. Максимум заводят кого-то в экзистенциальный кризис, это вот у очень очарованных, когда считается, что очень быстро должно все получаться, да. Аспекты Сатурна это если мы понимаем, что есть плановость, да, то есть если мы сейчас объективно понимаем, что у нас, ну, вообще нет денег или мы в долгах, то аспект того, что к следующему лету выйти из финансовой зависимости и приобрести себе недвижимость в следующее лето, вот для вас это много или мало, вот скажите мне, да, потому что Сатурн на напряженных аспектах, то есть можно таки приобрести себе недвижимость, часть от нее, то есть какие-то сделки с недвижимостью произвести. То есть здесь вот такие истории, да, либо повышение социального уровня, социального плана своей жизни, потому что аспект Сатурна это еще и изменение своей социальной роли, выход замуж, понимаете, я о чем говорю, да, то есть здесь другой социальный статус, либо работа, которая требует от нас больше ответственности, да, мы там будем уставать, мы там будем вкалывать, но это история, которая в прямом смысле таки приведет к финансовым результатам и к финансовой стабильности. А мир сейчас очень финансово нестабильный. Понимаете, я о чем говорю, да? Но вернемся к этому, к нашему октябрю. У нас про аспект рассказала. Юпитера с Плутоном потрясающий аспект. И 21 октября у нас новолуние. 21 октября новолуние в весах. И весь месяц нас просит договариваться. Не просто потому, что я так хочу, да, потому что у нас еще там в этом лунном цикле с 9 по 29 ноября ретроградный Меркурий. И он будет ретрограден, начнет свое ретроградное движение еще в Стрельце, закончит в Скорпионе. То есть достаточно мощная, сильная история, плюс еще ретроградный Меркурий будет в соединении с Лилит, в соединении с Венерой. Понимаете, я о чем говорю, а Венера это управитель. И вообще у нас уже на начало этого лунного цикла уже Лилит в соединении с Меркурием, с Марсом. Причем это очень хорошо влияет, если мы разбираемся в своих страхах, мы действуем, мы идем вперед, мы не стоим на месте, мы развиваемся, мы прикладываем очень много усилий в своей деятельности профессиональной. В любовных отношениях эта история, конечно же, будет не омраченной, если мы сами не будем ее омрачать. По крайней мере, начало октября до 21 числа и далее Венера, в принципе, в благоприятных аспектах. И только вот к началу ноября Венера становится в квадратуре с Юпитером, и после это с 4 ноября Венера становится в квадратуре с Плутоном. И понимаете, о чем я хочу сказать. И потом Венера у нас переходит в знак Скорпиона. То есть в любовных отношениях у нас с 7 ноября требуется от нас такая выдержка ситуаций, связанных с финансовыми, возможны кризисы в отношениях, потому что у нас перед тем, как Венера зашла в Скорпиона, был напряженный аспект с Юпитером, когда мы начинаем быть просто недовольными, когда нам что-то не нравится, потому что Венера идет по весам, Юпитер по ракам, да, то есть эта история как раз-таки дома у нас начинаются какие-то мелкие ссоры, скандалы, конфликты, потом Венера становится в квадратуру с Плутоном, это история, когда нам хочется вообще уже начать воевать дома, то есть это история, когда нужно таки договариваться. Кто не смотрел мое большое видео «Любовный гороскоп», в конце ролика прикреплю, там прям есть любимые тайм-коды дорогие, там прям найдите аспект Плутона, это когда пары претерпевают кризис в отношениях, но если вот эти эмоции убрать, да, отделить их и понять, что же вам нужно, что нужно вашему партнеру, тогда получится все эти кризисы нивелировать и всю эту энергию взять, например, на достижение какой-то большой мощной цели, заработка для
комфорта семьи, да, для финансовой устойчивости, для закрытия всех своих, ну, то есть важных вопросов для вас. То есть это вот такая история. Не все это могут. Большинство, конечно, людей расходятся, разводятся, потом находят себе плюс-минус одинаковых таких же партнеров, и все то же самое, да, потому что мы рождены с определенными аспектами в натальной карте. Когда говорит, ой, да я это уже проработал. Ну, вообще скажу, что весы– это знак зодиака, который свои партнерские, любовные, брачные отношения прорабатывает всю жизнь. То есть здесь невозможно сказать, я к психологу сходила, я все это сделала, но при этом у меня ни мужа, ни второй половинки, ни партнера, ни свиданий, ни гуляний и такая маска социальная. А просто они меня не могут по достоинству оценить. Это и к мужчинам, и к женщинам, кстати, относятся весы, понимаете, я о чем говорю? То есть это такая наглая ложь самим себе, то есть это такое вот прям иллюзорное восприятие мира, что это на самом деле не так, потому что если вы классный партнер, если вы классный человек, умеете коммуницировать, потому что для весов вторая половинка, да что там для весов, для всех, вторая половинка, то есть этот человек, который живет с нами, это бесплатный тренажер, вот когда мы как раз-таки прорабатываем свои навыки в социальном мире. То есть в обществе, то есть вся наша жизнь начинается с партнера. Сейчас, я знаю, будете докапываться до снов, до слов. Я целостный, мне не нужна половинка. Это же вообще как такое можно быть реализованным и без всего. Ой, ребят, у меня уже очень много видео на эту тему написано. Со мной можно спорить сколько угодно, но это даже не мои исследования, понимаете, это реальные факты, потому что мы с вами все социальные существа. Вы в итоге смотрите это видео, я его записываю, мы с вами коммуницируем и общаемся, и наша коммуникация всегда зависит от того, насколько мы умеем общаться и договариваться, понимаете? От этого зависят все наши отношения. И как раз-таки октябрь– это история всех наших страхов, переживаний. Только начало октября у нас начинается решение наших таких финансовых вопросиков, оно все полегче. А вот с 20, с 21 начала нового лунного цикла, 22 октября Нептун возвращается снова в Рыбы, перестает влиять на весов первой декады. 23 октября у нас Уран становится в точную оппозицию с Лилит, понимаете, ребят? И это наши страхи. То есть можно сколько угодно говорить, да какие мы проработанные, да, но у нас у всех, у всех, у всех, у вас, у меня, у наших родителей, у всех есть страхи. Мы все люди, особенно когда мы поднимаемся на новый уровень, вот все наши страхи, которые есть вот у нас в натальной карте, все вот эти аспекты, да, у каждого аспекта есть свои плюсы, есть свои благоприятные моменты, и есть свои страхи, которые мы тщательно прячем даже от себя, чтобы вот их не видеть и не волноваться лишний раз, да. Но вот здесь наступает у нас в 20 числах октября как раз-таки, когда Уран становится в оппозицию к Лилит. То есть это неожиданно для нас в наших жизнях будут появляться те самые ситуации, которые будут нас заставлять смотреть своим страхом в глаза. То есть здесь просто нужно максимально честно. И чем честнее мы будем сами с собой, тем легче нам будет, тем проще нам будет. Можно сказать, там, знаете, вот страхи, они есть у каждого свои, да, и кто-то вот можно рассказать подруге, он скажет, ой, да это же вообще не страшно. Ну, подруге не страшно, у нее просто другое. И это нормально. У нас у каждого свое, согласно наших натальных карт, да, согласно того, с чем мы родились, потому что эта история не просто что так кармические узлы несколько раз за нашу жизнь делают оборот, то есть и возвращение, то есть это когда реально жизнь переворачивается, да. И это нормальная такая история, которую нужно, ребята, понимать, то есть не пребывать в своих иллюзиях, потому что все-таки Нептун с февраля 2026 года перейдет в знак Овна, и будут вот эти иллюзии все как розовые очки разбиваться. И это было бы хорошо, если бы с этим стало все вот так просто и понятно. Что для этого делаем? Берем блокнотик и честно себе пишем. У каждого свое, ребят, и здесь не надо этого бояться, стесняться. Просто когда в моменте мы понимаем, что у нас оказывается основной страх в отношениях, чтобы нас не бросили, потому что кто-то нас когда-то бросал, или что нас не полюбят, как мы хотим любить.
Страхи вообще не разные у всех, поэтому здесь нужно себе честно признаться. В финансовой истории многие почему не достигают финансовых высот? Хотя у нас ноябрь просто шедевральный, октябрь, ноябрь, декабрь. Просто шедевральные месяцы для заработка денег. Я еще это летом записывала. Кто смотрит меня давно, с 22 июля у нас на небе сложилась потрясающая конфигурация. И сейчас в октябре и в ноябре они просто работают постоянно. Это конфигурации на заработок денег. То есть это в благоприятном аспекте Плутон, Сатурн, Уран, Юпитер и Нептун, и даже Нептун. То есть если мы понимаем все свои волнения и переживания, мы с этим разбираемся, и мы идем дальше. То есть, понимаете, мы не пасуем, мы не сдаемся. И это абсолютно нормальная история. Да? То есть я вот про это, дорогие весы. И да, мы идем дальше. Вот так вот у нас начинается вот эта история с начала 20 чисел октября. Продлится этот лунный цикл у нас до 20 ноября. И Уран, Уран. Аспекты Урана я всегда называю реально новый уровень, потому что ты никогда не знаешь, что случится. Можно, конечно же, предсказать, конечно же, можно, но результат в масштабе его, да, это очень сложно, это правда, потому что здесь, если запускать какую-то пиар-рекламу, здесь может быть от реально той самой рекламы, которую ты хотел ожидать, да, тот самый эффект, либо она может превратиться в черный пиар. Понимаете, и не все с этим справляются, да. Для кого-то это реально, ну, то есть бой с тенью со своей же. И здесь тоже это нужно понимать, учитывать. А аспекты Урана очень хорошо, кстати, получаются, потому что у нас Меркурий в оппозиции с Ураном. Это очень хороший аспект для усвоения новых знаний, для новой учебы, для повышения квалификации, компетенций, освоения новых сложных знаний, астрологических, например, странных, да, люди считают странными, но почему-то гороскоп сходится. Интересно, как просчитала ведьма? Да не ведьма, ребят, это просчеты. У меня просто в детстве в школе было по геометрии вот прям очень классно, и это мой любимый. И я, ну, поэтому здесь я не вижу, я считаю, как говорится, да. То есть здесь все инженерные, технарские знания, компьютерные, IT, здесь мир алгоритмов, системы, аналитики. Понимаете, то есть вот с 20 чисел октября начинает работать на 2 месяца у нас вот эта история. Насколько мы пойдем в эту историю? Здесь мир криптовалюты в том числе, понимаете, о чем я говорю? Здесь знания, в которых нужно расширять свои возможности мозга. То есть здесь нужно расширять горизонты настолько, ломать свои стереотипы. Но это же нужно стереотипы, страхи, установки, вот это вот все, да, вот прямо разобраться. Когда мы начинаем с этим разбираться, когда мы садимся и начинаем это делать. У нас паника, кстати, панические атаки тоже под ураном, но как убрать вот это вот все? Панические атаки – это, если разложить эту эмоцию, это когда мы очень сильно волнуемся за будущее, и очень хорошее средство вернуться вот сейчас в настоящее. Как с нами там может быть что-то случиться, если мы здесь делаем все как надо. То есть, если мы здесь начинаем ускоряться, если мы здесь начинаем двигаться вперед, потому что Уран будет запускать и аспекты с Сатурном, и с Нептуном, и с Плутоном. Это большие деньги. Дорогие весы и первой, и второй, и третьей декады, это я вам сейчас вот всем, понимаете, говорю. У вас будет эта история связана через личные отношения, да, то есть в октябре складываться и ноябрь вот так весь продолжится, да. То есть здесь история движения вверх в социальном плане, в карьерном плане, в финансовом плане. Жизнь будет словно заставлять вас менять правила игры. У кого-то будет установка выживать, если вам 40 лет, потому что там квадратура Плутона. Квадратура Плутона, когда к нам заходит, она всегда говорит нам, ставит на нашу карту все. И здесь не то, что выигрыш, то есть здесь, да, нужно очень много сил и трансформации своей сделать для того, чтобы получилось. То есть здесь история построения бизнеса, больших денег, общения с влиятельными, сильными людьми, энергетически, которые могут выдерживать большие деньги, да.
Потому что по большей части, если мы не можем зарабатывать большие деньги, мы не можем такие суммы через себя проводить, понимаете, я о чем говорю? То есть мы не можем с ними справляться. И, как правило, деньги, когда приходят, они сразу куда-то уходят. Почему? Психологическая такая история. Их надо просто куда-то деть, чтобы стало спокойнее. Вот у меня вроде как нет денег, нет проблем. То есть это вопросы поколения, понимаете, да? Еще много могу про это разговаривать. Давайте вернусь к гороскопу. Через Уран. Это история, которая будет запускаться, резкая смена событий, обстоятельств. Будьте готовы к резкой смене. Хорошая история овладения новыми знаниями, коммуникации, поиском новой работы, запуска новых проектов, вообще испробовать почву как хочется. При этом в любовных отношениях не хочу сказать, что пробовать новое это будет очень хорошая история, потому что если в любовных отношениях начать пробовать новое, да, то это можно поменять множество партнеров. Это вот такая вот история связана с Ураном. В работу это ложится очень хорошо, а в любовные отношения не очень. Почему? Потому что у людей, с которыми мы вступаем в отношения, у них тоже есть чувства. Это тоже имейте в виду, да? Ну, то есть вот такая история. А когда мы в работе что-то делаем, всегда к нам подтягивается большое количество людей, кто реально готов в этом участвовать, ну, либо же не готов в этом участвовать. Это такая реально честная правда в начале пути какого-либо проекта. Через Сатурн и через Нептун действия, то есть убираем иллюзии, дорогие весы, да, и начинаем четкие поступательные движения в сторону заработка своих денег, заработка своих финансов, приобретения недвижимости, движения вперед, потому что с февраля 2026 года Сатурн уже на ближайшие 2 года будет блуждать по знаку Овна. То есть он будет идти вперед, и он буквально по первой декаде Овна, то есть по первой декаде весов оппозицию будет делать весной 2026 года и сразу переключится на вторую декаду весов. То есть это конец весны-лета и осень. Потом он у нас уходит в ретроградное движение, то есть и он по второй, то есть первая, вторая декада, вот так вот он будет ходить. Понимаете, то есть здесь приобретение недвижимости, повышение социального статуса, уровня вашей нормы. То есть либо вы идете вверх, либо вы скатываетесь вниз. Вопрос. Я всегда за то, чтобы подниматься вверх, потому что чем больше у нас будет счастливых людей, которые могут себе что-то позволить, то есть это те люди, кто создает сервис, это те люди, которые создают бизнесы, это те люди, которым что-то надо. Потому что по статистике 80% людей в этом мире живет, и им просто ничего не надо. И здесь никакого осуждения, просто им хорошо с тем, что они имеют, и это тоже нормально. И только 20% населения этой планеты что-то постоянно делают, что-то постоянно изобретают, они недовольны, они пробуют, экспериментируют, они создают сервис, они его развивают, они закрываются и открываются заново. То есть они постоянно что-то делают, интересуются различным. То есть это вот такие вот люди, которым хочется сказать, да уже хватит, но нет, их не остановить, понимаете? Так вот, идем дальше. У нас следующее событие ноября, это 5 ноября. 5 ноября у нас полнолуние в Тельце. Полнолуние в Тельце при этом полнолуние будет у нас Луна. Я не хочу сказать, что она будет какая-то там агрессивная, нет. То есть здесь будет внутреннее состояние, что как-то мне хочется поярче и поинтереснее. Жизнь будет казаться очень простоватой, но нужно наоборот ее усилить, что ли, усилить свое влияние, усилить свои действия, да, к тем самым результатам, которые хочется. Поэтому здесь хочу сказать, что 5 ноября– это такой момент, когда нужно принимать решения. Решения четкие, не абстрактные и прикладывать обязательно усилия действия. Это я говорю сейчас весам всех декад, потому что дальше у нас запускается как раз-таки Венера переходит в знак Скорпиона с 7 ноября, да, то есть становится в квадратуру с Плутоном, то есть когда у нас включается максималист, это я сейчас всем весам говорю, да, когда нам хочется много, когда мы готовы трудиться и пахать, то есть наше недовольство мы просто уже начинаем конвертировать в действие. Если в действие не конвертируем, тогда это входит в разрушительную черту нашего характера, которая всегда остается, как правило, дома. Это ссоры, скандалы, разводы и вот это вот все, но нам это все, дорогие, не нужно, потому что у нас дальше 8 ноября Уран, помните, говорила, уходит, возвращается в ретроградное движение, в ретроградном движении возвращается в знак Тельца, уходит с Близнецов и перестает влиять на весы первой декады, то есть уходит вот эта вот активная, быстрая, резкая, яркая энергия двигать что-то новое, что-то создавать, что-то прямо сейчас делать.
То есть в следующий раз Уран вернется 26 апреля 2026 года и уже будет влиять на весов первой декады в ближайшие 2 года, двигать вперед активно, быстро, нахрапом, масштабами. Плюсом там еще, конечно же, помните, Сатурн по первой декаде Овна будет идти, заставлять будет из финансовых дефицитов это делать. Но не допускайте финансовые дефициты в своем феврале, дорогие весы первой декады. Я вас про это предупредила. То есть если сейчас сделать, то в феврале 2020, в феврале и в марте 2026 года, а там у нас, между прочим, коридор затмений с 17 февраля по 3 марта, понимаете? И там момент, знаете, он такой мощный, сильный, с осознаниями, когда, ну, можно уже и что-то посерьезнее, то есть финансово-долговые обязательств у нас уже нет. Ну, то есть там уже реально прям такой подъем и финал всех наших способностей, да. Поэтому идем дальше. 9 ноября у нас включается ретроградный Меркурий, и он у нас включается в ретроградном движении, в соединении с Марсом. Это в Стрельце, то есть это далекая оппозиция с Урана, и по чуть-чуть ретроградный Меркурий к 20 числам ноября будет возвращаться к Скорпиону и делать точную оппозицию с Ураном. И вот там вот вопросики, да, то есть там история, конечно же, начнется очень такая, очень сильно, очень мощная. Но до 20 ноября, то есть с полнолуния 5 ноября у нас такой момент, когда мы, о чем история? Не уйти в агрессию, однозначно весам первой декады так вообще, мои дорогие, не агрессируйте. Наоборот, постарайтесь сделать как можно больше, внедрить в свою жизнь, да, как можно больше договориться, как можно больше действий произвести, потому что прямой аспект к Солнцу весам первой декады. Поэтому здесь, если вы выбираете результативность действий, то получается отлично. Если разрушение, то тоже получится нормально. Но не надо этого делать, потому что у нас а, по-прежнему идет Венера в квадратуре с Плутоном. Мы, максималисты, считаем, что достойны большего. И если у нас этого нет, то надо как-то это достичь. Это и весы первой, и второй, и третьей декады. При всем при этом, если весы второй и третьей декады могут как-то внутреннюю вот эту силу сублимировать и прямо ее в работу, в продуктивность, да, то есть на эмоции, это тот аспект, когда на эмоциях мы делаем гораздо больше, то весы первой декады, хоть и благоприятный аспект, можно уйти в агрессию. Не уходите в агрессию, и тогда сила у вас будет еще больше, чем у второй и третьей декады весов. Понимаете, да, я о чем говорю? И идем дальше. У нас 20 ноября запускается на небе новый лунный цикл. Он по силе своей самый сложный из всех 3 месяцев осени, самый сложный. На момент новолуние в Скорпионе, поэтому здесь, дорогие весы, прекрасно понимаем, с какой силой весь месяц мы будем бороться. То есть мы будем себя поднимать на уровень Скорпиона, я бы это так сказала. Солнце в соединении с Луной, в соединении с Лилит, да, в соединении с ретроградным Меркурием уже и в оппозиции с Ураном. То есть вот эта оппозиция, которая нас просит быть внимательными за рулем, быть внимательнее в документах, в том, что мы говорим, делаем. При этом обучение очень хорошо будет получаться поездки, командировки. То есть при всем при этом напряжении у нас шедевральный просто аспект с Юпитером, аспект с Сатурном, Нептуном и Плутоном. Понимаете? Это все очень хорошо влияет на весов третьей декады, на весов первой декады, весы второй декады, ребята, у вас здесь больше момент, знаете, какой, кармических своих вопросиков. Настолько ли я вообще мне достаточно всего того, что есть у меня в жизни? Потому что Венера в благоприятных аспектах кармическим узлам сейчас стоит в Скорпионе, и она скоро подкатится буквально-таки в конце ноября вот ко всей вот этой четверке, понимаете? И когда раздражение появится в жизни, да, желание свободы, от всего освободиться, либо наоборот, еще что-то новое в своей жизни привнести. И это, конечно, профессиональная деятельность, это новый масштаб личности, это, конечно же, движение вверх. Я всегда говорю, что лучше все-таки постараться и напрячься, и сделать лучше, потому что ниже мы всегда можем как бы опуститься и сказать, ой, да ладно, мне ничего не надо.
То есть и я всегда за то, что если у нас есть возможность что-то сделать для своей жизни хорошее, для себя, для своих детей, для будущих поколений, то надо это делать. Вот не просто так мы по такой силе мощной родились, да, мы вот здесь, когда мы можем таки послушать гороскоп, мы можем повлиять на свое будущее, на будущее своей семьи. И да, наша семья-то начинается с нас, понимаете, о чем? Но это такая вот большая, знаете, ответственность, которую таки нужно понимать. И здесь просто очень много аспектов в этом ноябре стоит, которые говорят, ну ты уже соберись, ты уже делай. Причем это к очень многим знакам зодиака относится на самом-то деле. Не просто к весам. Просто весы это такой знак зодиака, который за партнерство, который договаривается, который дипломат. И если у вас этого качества сейчас нет, вы меня слушаете, скажете, я вообще ни с кем не люблю договариваться. Учитесь, учитесь, потому что весы это консультанты просто номер один в зодиакальном плане. То есть ваша прямая основная функция уметь со всеми договориться. То есть если у вас этот навык не раскачан, то тогда, скорее всего, любовные отношения и финансовая история, она очень сильно провисает. Понимаете, я о чем? А, надо как? Вы сейчас скажете, кому надо? Ну, конечно же, нам всем надо. Мы все хотим, поэтому все сидим здесь и смотрим этот гороскоп и заглядываем в будущее и думаем, что же нас там ждет, потому что хочется как-то побыстрее уже того, что нам хочется, да. Вот, идем дальше. 20 ноября очень мощный лунный цикл, который нас заставляет, конечно же, двигаться вперед. То есть это все финансовые вопросы. Сейчас всем весам говорю, потому что вот буквально неделька и в конце ноября Венера будет в соединении вот с Лилит. То есть это все наши страхи, насколько мы честно себе говорим, что у нас есть, оно нам нравится, нравится ли нам наша жизнь, масштаб, место жительства, где мы живем, семья. Может, мы хотим расширить семью, потому что там Венера встанет еще в потрясающем трине с Юпитером, а это расширение семьи, решение своих имущественных вопросов, приобретение недвижимости. Я, собственно, про всех весов это говорю сейчас, да, понимаете, да? То есть это вся та история, которая случится, может и в этом ноябре, и в этом декабре, потому что у нас конец декабря, Венера будет в квадратурах с Сатурном и Нептуном, то есть это когда мы в прямом смысле уже, ну, то есть обстоятельства нас загоняют в сделку, когда мы прекрасно понимаем, да, то есть это наше место, мы наконец-то решились, но не все будут готовы эту историю как-то, знаете, так вот принять. Почему? Потому что нам сейчас все говорят, да нужно жить в съемном, это классно. Когда захотелось, переехали, зачем себя обременять сложностями? А это будет как раз-таки то самое заземление. Недвижимость и семья – это то самое заземление, которое нас держит, когда в мире случается стресс, кризис, проблемы. То есть очень часто многие не сдаются ради семьи, то есть продолжают действовать, предпринимать попытки. То есть сейчас, конечно же, это все любят обесценивать. Зачем нужна семья? Я поживу одним днем, одной своей жизнью, мне этого достаточно. Да ладно, вы бы тогда не родились весами, если бы вам было бы это достаточно. Вам недостаточно. Вы хотите много всего и сразу. Но ради этого нужно научиться договариваться со своими вторыми половинками в том числе. Идем дальше. Лунный цикл, который у нас запустился 20 ноября, у нас такие следующие события на небе, которые заставляют двигаться вот так вот нас дальше. Это у нас заканчивает свое ретроградное движение Сатурн 28 ноября, и мы ему благодарны с этим. Здесь могут плюс-минус 3 дня остановиться финансовые истории, сделки. 29 ноября заканчивает ретроградное движение Меркурий, и он на этот момент в соединении с Венерой, в далеком соединении, но Венера в точном соединении с Лилит. Поэтому здесь, дорогие, все страхи в отношениях, они, конечно же, максимально скроются. И это я не скажу, что плохо, это нормально. Просто разговаривайте со своей второй половинкой. И да, мы идем дальше. И Венера в этот момент в точной оппозиции с ретроградным Ураном, понимаете, о чем я говорю. И следующее событие, которое у нас очень такое важное, это полнолуние 4 декабря. И полнолуние это в Близнецах очень сильно будет влиять на весов второй декады, умение договориться, обходите штормы, постарайтесь сделать многое для себя, для своей жизни, но здесь именно заложить фундамент знаний. Я уже говорила, это вообще история очень сильно актуальная в ноябре, да. В декабре же нужно договариваться,
перед полнолунием 3 декабря у нас Луна в соединении, ну и весь день 4 Луна в соединении с Ураном. То есть это момент, когда нас будет штормить, нам захочется выйти в закат, сказать, как мне это все надоело, как мне все, как мне в этих отношениях не понимать, просто потому что здесь точная оппозиция Луны с Лилит. То есть все наши детские страхи будут под максимальным таким давлением. И здесь, ребята, хочу сказать, что календарный месяц-то у нас будет достаточно сложноватым, то есть это будет подведение итогов, я бы так сказала, нашей астрономической осени. У нас 11 декабря заканчивает свое ретроградное движение Нептун. При всем при этом здесь у нас уже на этот период времени Марс находится в квадратурах Сатурна, то есть это как раз-таки все те действия, которые мы сейчас начинаем принимать в своей жизни, они становятся такими фундаментальными и основательными. Плюсом туда подкатывается Солнце и Венера. И все это добро в квадратурах к Сатурну и Нептуну. То есть здесь главное разделить наши эмоции, это я сейчас всем весам говорю, разделить наши эмоции от наших действий. То есть для своих эмоций выберите другую площадку, например, как свидание с любимыми, даже если вы много лет в браке, прекрасное времяпровождение, романтизм, подготовка к праздникам. А с Сатурном по делу, честно считайте деньги, стройте финансовые планы, не просто рисуйте, а подстраивайте событийно себе их, да, поэтому здесь договариваться основная история, но при этом, дорогие, Юпитер уже теряет такую связь с Лилит, то есть это середина декабря, и аспекты все выходят, я бы так сказала, уже посложнее, и остается только точная оппозиция Урана с Лилит. То есть когда мы не готовы пойти в что-то новое, мы продолжаем стоять на месте и бояться убираться, упираемся в свой потолок. Не упирайтесь. Декабрь, он для того, чтобы мы наоборот пришли к своим целям, потому что я вот смотрю здесь 20 декабря, да, у нас Лилит переходит в знак Стрельца, и это просто потрясающе, это хорошо. При этом Лилит становится в такой трин с Нептуном четкий, да. То есть если мы убираем все свои иллюзии, если мы честны сами с собой, то у нас получается идти вперед в том числе, открывать свое сердце, свою душу. При всем при этом у нас на последнюю неделю декабря у нас уже говорила, да, что Венера в соединении с Солнцем, в соединении с Марсом, и все это в квадратурах к Сатурну и Нептуну. На плюсом, если мы не сможем договариваться, и у нас вот так царь в голове, потому что Меркурий у нас в Стрельце в квадратурах на кармических узлах, то есть если мы почувствуем себя где-то богами и королями, а за душой у нас нет ничего, то есть если какое-то наше вот такое чувство, мы корону себе захотим одеть, да, тогда это будет провальная история, слетит очень много сделок. Если мы будем понимать, что что-то вмешивается в наши постоянные планы, и нам просто нужно выдержать эту нервотрепку, потому что Уран в оппозиции с Лилит – это когда резко меняются планы, это заставляет нас нервничать, злиться, срывать сделки, ругаться, потому что Лилит уже в знак Стрельца перешла, а Лилит в Стрельце расширяет нашу гордыню максимально. То есть вот страх, многие достигают успеха, потому что не могут его пережить. И эта история будет в ближайших 10 месяцев, которая будет играть, можно сказать, злую шутку с весами. Я уже говорила, да, то есть каждый сезон для каждой декады. То есть и по этой причине у многих не получается большой заработок, потому что крышу снесет, понимаете, я о чем говорю. Поэтому здесь начинается проверка гордыни. И если мы вот эту корону себе одеваем, да, если мы начинаем вот так вот прям таки вот из нас вот это идет, тогда мы упускаем возможности. То есть на ближайшие 10 месяцев и финал, то есть подведите итоги 2025 года, финальную неделю декабря максимально честными. Если вы выходите на сделку и вдруг у вас что-то не получается, ребята, не по сути, у нас потрясающий по силе будет январь.
Январь будет очень хороший, мы все успокоимся уже. Я вот так хочу сказать, что, ну, последние денечки, там 30-31 декабря будет другой, 31 декабря останется только Меркурий в квадратуре к Сатурну, когда нам захочется предъявлять, ну, не предъявляйте, подписывайте важные документы, там 30-31, пишите важным людям, сильным людям, будьте честными, работайте в долгую, да, и стройте отношения в долгую, потому что 1 января и вообще, в принципе, 1 и 2 недели января, они очень сильные, если корону с себя снять. Если, несмотря на все, договариваться. Очень хорошие конфигурации. Опять движение вперед, наверх, но нужно опять-таки из себя вот этого Наполеона убрать. То есть вот эту вот напыщенную экспертность, понимаете, о чем говорю? Просто нужно делать свое дело классно и понимать, что коммуникация, она идет с двух сторон, понимаете, я о чем я говорю? Вот такой гороскоп, дорогие мои весы, на вашу осень. Я надеюсь, вы посчитали его с точки зрения полезной информации. Если кому-то показалось, что я наступила на какие-то чувства, нотки, посмотрите, насколько вот это не дает развиваться вперед, потому что на самом-то деле очень хорошие аспекты для развития. Я, как всегда говорю, дорогие мои, нужно вот прям-таки подняться, выйти из таких деструктивных состояний и сделать с собой что-то классное. И у вас это обязательно получится, дорогие, если делать. Я желаю вам потрясающей осени, чтобы у вас получилось. Будьте счастливы. Конечно же, еще будут гороскопы до конца 2025 года. Ну а по классике в конце актуальные ролики. Если вы их еще не смотрели, посмотрите, примите верное решение. Там и асцендент, и финансовый гороскоп. То есть все, мои дорогие. Увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.